Приветствую вас! На полуострове Арголида, в 170 километрах к югу от столицы Греции Афин, расположен старинный античный город Эпидавр. Он возник еще во втором тысячелетии до нашей эры, но настоящий рассвет пришел туда в IV веке, когда город стал центром почитания бога-врачевания Асклепия, ведь по одной из версий Асклепий родился именно в Эпидавре. В храм Асклепия, построенный в городе, хлынули толпы паломников, и этот бум продолжался несколько столетий. В городе было построено несколько зданий, составивших целый комплекс религиозных, лечебных и духовных учреждений для обслуживания паломников. Процветание города прекратилось после нападения на него готов и уже окончательно в 426 году, когда император Феодосий II закрыл храм Асклепия вместе с другими языческими святилищами. После землетрясений 522 и 551 годов население покинуло город, и останки зданий были занесены землей. С конца XIX века начались археологические раскопки, и на сегодняшний день значительная часть Эпидавра раскопана. Итак, что мы можем увидеть сейчас в Эпидавре? Первое – это, конечно, главное здание – храм Асклепия Асклепион. Он был построен в 375-370 годах до нашей эры на месте более древнего храма. Храм представлял собой прямоугольное в плане сооружение, со всех 4 сторон окруженное колоннадой. На переднем и заднем фасадах находилось по 6, а на боковых фасадах по 11 колонн. Впрочем, от самого храма остались только жалкие развалины. Мы можем делать выводы о том, каким внушительным был храм по изящным скульптурам, украшавшим его. Многие из этих скульптур представлены в прилегающем музее на территории памятника, а также в Национальном археологическом музее Афин. Поскольку значительная часть болезней носила и носит психосоматический характер, случаев чудесного исцеления или, по крайней мере, существенного временного улучшения состояния организма было более чем предостаточно. И это, как вы понимаете, приводило к еще большей популярности святилища и увеличению потока паломников. Для их приема было построено здание своеобразной гостиницы, носившей название Ката-Гогион. Даже по сегодняшним меркам размеры этого здания довольно внушительны. Оно было построено из сердца и имело 4 внутренних дворика с перистилями, вокруг которых в 2 этажа располагалось 160 комнат. Рядом с храмом Асклепия находился так называемый Толос. Это круглый небольшой храм с колоннадой, построенный в 360-330 годах до нашей эры. Под ним находилось подземелье в виде лабиринта, по преданию подземное жилище Асклепия. Рядом с Толосом стоит еще одно здание, которое является главным с медицинской точки зрения. В античности оно называлось Энкоиметерия или Аватон. Здесь пациенты специально проводили целую ночь, чтобы Асклепий мог посетить их во сне. На утро пациент рассказывал о своем сне жрецу. Тот интерпретировал сон и на его основании назначал лечение. Жрец составлял своеобразную историю болезни, куда вносились данные о симптомах, течении болезни, лечении и результате лечебных манипуляций. В комплекс лечения входили и различные гимнастические процедуры. Для этого была построена палестра, гимнасий, где пациенты занимались физическими упражнениями.
Кроме того, в Палестре разминались атлеты, принимавшие участие в спортивных состязаниях, также проводившихся в Эпидавре. Для их проведения был сооружен стадион, и пациенты могли вживую наблюдать эти спортивные состязания. Стадион был в прямоугольном плане, сохранились подземный выход на него, проходивший вдоль северной стороны, отмеченная камнями стартовая полоса и бассейны для омовения атлетов по сторонам. Уже в римские времена был построен Одеон, то есть помещение для проведения певческих и музыкальных состязаний, где исполнялись также гимны Асклепию, а также роскошные термы, посещение которых также входило в программу восстановления здоровья пациента. Наиболее примечательным и к тому же наиболее сохранившимся сооружением Эпидавра есть здание амфитеатра на 14 тысяч мест. Театр спроектировал знаменитый архитектор Поликлет-младший. Театр восхищает своей исключительной акустикой. Говорят, что гиды специально рассаживают свои группы по разным трибунам и показывают посетителям, как можно легко услышать звук зажженной спички в центре сцены. Обращаю ваше внимание, акустика в театре не усиливает звук, а доносит полной первозданности звуки, издаваемые на сцене, так, если бы зритель находился на этой сцене. Причем задача осложнялась тем, чтобы зритель на каждой трибуне слышал речь, произнесенную на сцене, и не слышал гул от разговоров зрителей, произносимых совсем рядом. Для этого использовались различные технические ухищрения, полости и каналы в сиденьях, металлические пластины, резонаторы. В результате ряды сидений отфильтровывали низкочастотные звуки, такие как бормотание толпы, и усиливали высокочастотные звуки со сцены. Эта театральная площадка действует и поныне. Каждое лето в театре проходят фестивали античной драмы, репертуар которых состоит из произведений древнегреческих драматургов. Рядом с театром находится археологический музей с довольно интересной экспозицией. Из числа экспонатов выделяется капитель колонны Толоса, вырезанная самим Поликлетом. Музей может похвастаться большой коллекцией хирургических инструментов, найденных в святилище Асклепия, дарственных надписей, сделанных по заказу исцеленных. Кроме того, здесь выставлены вотивные предметы. Это каменные изображения исцеленных органов, которые древние греки после выздоровления по традиции даровали храму. На этом я завершаю свой рассказ об Эпидавре. До свидания.